по каким параметрам нам отбирать омега-3? Когда очень дешевая омега, есть подозрение с очисткой. Люди, когда спрашивают, почему там дорогая такая омега, например, то есть вы платите в первую очередь за безопасность. И просто, я думаю, надо грамотно читать этикетку. На самом деле хорошему производителю нечего скрывать, да, то есть на упаковке все должно быть написано. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Онкофакты». У меня на столе не случайно стоят два этих прекрасных продукта, потому что тема сегодняшнего разговора наша о нутрицептической поддержке онкопациентов. И у меня сегодня не один гость, а два. Гости нашей студии Наталья Дедушкова, главный технолог производственной компании «Королёв Фарм», и Ксения Гончар, руководитель проекта производственной компании «Королёв Фарм». Здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Очень рада быть у вас в студии. Как я рада. Тем более, что мы уже с вами давно общаемся, и все никак не решались. Я вас просто силой затащила сюда, чтобы пациентам рассказать вообще, как правильно выбирать продукты, какие это продукты, для чего они нужны. Дорогие друзья, прежде чем перейдем к обсуждению нашей темы, я вас очень прошу, поддержите наш канал, подпишитесь, если не подписаны, ставьте лайки обязательно и пишите комментарии. Нам всегда интересно ваше мнение о выпуске, о том, что бы вы хотели услышать в других наших выпусках. Итак, у нас, значит, омега-3. Я сама как пациент, как онкопациент и общаясь с другими онкопациентами, очень часто слышала о том, что и врачи рекомендуют, и сами пациенты принимают. Но давайте начнем вот с самого элементарного и простого вопроса. Что такое омега-3? Про что это? Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты. 3 в аббревиатуре обозначает, всего-навсего это просто номер атома углерода, возле которого находится первая двойная связь. То есть звучит, конечно, красиво, омега-3, а на самом деле все просто. То есть в химии это даже может обозначаться просто N3, номер атома углерода, около которого первая двойная связь в ненасыщенной жирной кислоте. В чем фокус этого про атомы и про молекулы? В чем фокус? Фокус в том, что ненасыщенные жирные кислоты нужны нашему организму. Это бывают и омега-3, омега-6, омега-9. У нас в данном случае омега-3. И среди самых важных омега-3 жирных кислот это эйкозапентаеновые и докозигоксаеновые кислоты. И находятся эти кислоты в основном в водорослях. В водорослях? Я думала, в рыбе. Нет, а рыба эти кислоты как раз-таки, поедая водоросли, синтезирует и накапливает в своем жире. В своем жире, что. А какая функция у этих кислот? Вообще эти кислоты, как и любые жирные кислоты, особенно ненасыщенные, они участвуют в построении клеточной мембраны. А клеточная мембрана – это защита клетки. Так. То есть получается, что мы, потребляя эти кислоты, улучшаем строение своей клетки, по большому счету. Что нам дает строение клетки? Прям самыми, наверное, простыми. Любая клетка, она покрыта оболочкой, мембраной. Да. Вот эта мембрана как раз состоит из липидных, строится на липидной основе. И, соответственно, если наша мембрана здоровая, эластичная, то здоровая сама клетка. И как раз большое потребление насыщенных жирных кислот, которые в жирном мясе, во фритюре, они уменьшают эластичность этой клетки, а омега-3 улучшают эластичность. Соответственно, это просто здоровье клетки. Здоровье клетки – это значит, что… Это наше здоровье. Да. Клетка начинает лучше потреблять всякие… Все питательные вещества. То есть более эластичная, более восприимчивое поступление питательных веществ оболочка дает здоровье клетки. Просто у нас в нашей
в нашем рационе, к сожалению, преобладает омега-6 жирные кислоты, которые, ну, свойственны для подсолнечного масла, которое мы как-то так сложилось, что традиционно больше всего потребляем. А вот омега-6... Сливочное масло. В сливочном масле насыщенные кислоты. Насыщенные. Ага. А мы говорим про ненасыщенные. Ненасыщенные. То есть омега-6 – это тоже ненасыщенная кислота. Она должна тоже присутствовать в нашем рационе, но когда ее преобладание над омега-3 и даже над омега-9 в организме, ну, формируется такое хроническое воспаление. Поэтому нам нужно вот корректировать, снижать потребление омега-6, увеличивать потребление омега-3. И омега-3 как раз содержится в не очень большом количестве источников. То есть это льняное масло, но там немножко другая жирная кислота, то есть не эйкозапентаеновая, а докозиксаеновая, там альфа-линоленовая кислота тоже хорошая, она в организме, в здоровом организме, она потом превратится в эйкозапентаеновую с учетом разных механизмов. Но поскольку мы говорим об организме онкопациента, то ему нужно помочь. То есть и дать ему эти омега-3 жирные кислоты в наиболее доступной форме. То есть поправить здоровье клеток, особенно если клетки, это химиотерапия была, или там на таргетной терапии, или лучевая терапия, которая тоже бьет по здоровым органам, по здоровым клеткам, здоровым тканям. Да, это поддержка организма, потому что у нас как-то так сложилось, что к жирам немножко такое отношение насторожено, что жиры, а без жиров вообще никак. То есть это мембрана, это липидная защита, то есть без жиров нам никак. То есть только нам нужно употреблять хорошие жиры. Омега-3 – это как раз хороший жир. Получается, Наташа, что для пациента это способствует реабилитации и восстановлению при тех нагрузках, с которыми он сталкивается в лечении. Правильно? Можно сказать и так. Потому что, как правило, у онкопациентов они себя ограничивают в еде, потому что считают, что они таким образом кормят еще и раковые клетки. Страха много. Да. То есть, тут как раз такой жир, как омега-3, это не углеводы, как раз, которые питают онкологические клетки. Это как раз то, что поддержит пациента и не даст ему, скажем так, обеспечит его энергией, потому что энергии, как правило, не хватает. Могу добавить с практической стороны. Мы в Королев Фарме в нашем проекте очень достаточно много общаемся с людьми, которые проходят лечение, да, и что они нам говорят про омегу, да. Они нам не говорят там про анализы, что они там упали, еще чего-то, хотя такое тоже бывает. Они нам рассказывают о том, что... Упали, это если показатели. Показатели иногда вырастают, а иногда ниже нормы даже падают. Да. То есть в норму приходит, получается, да? Да, но они нам говорят о том, что они уже там не забывают, зачем в комнату зашли, да, что их там меньше тошнит, да, то есть это такая когнитивная поддержка. Это там приход аппетита, потому что у них часто там снижен аппетит, они не кушают, да. Это уменьшение тошноты, это такая колоссальное такое улучшение качества жизни во время лечения для пациента на самом деле. Да и для здорового человека. Да, и для здорового тоже, конечно. Мы сейчас все не в очень хорошей форме, и в психологической, и плюс еще питание, конечно, оставляет желать лучшего, да. Это не то, что там пятидневные сроки хранения, да, мы сейчас там полгода, год продукты хранятся, да, это же тоже, в общем-то, не благоприятно на нас влияет. У пациентов, конечно, с питанием в любом случае есть проблемы, даже, может быть, просто не только отсутствие аппетита, да, а эти страх и боязнь, что напитают раковую опухоль, это тоже, в общем-то, имеет место быть. А при этом какие-то
полезные вещества для того, чтобы организм работал и восстанавливался быстрее, иммунитет при этом тоже работал, нужны. И то есть вот омега-3 – это как раз тот самый способ улучшить питание клетки. Не питание онкопациента, а питание клетки при скудном питании. Правильно Да, понимаю? это все верно. Потому что все-таки жиры это запас энергии. Вот. А еще мы отметили, что омега-3 они снижают воспаление. Как правило, воспаление способствует вот всему, что развитию. развитию опухоли. Поэтому это вот и противовоспалительный фактор в том числе, омега-3. То есть фактически такая подушка даже безопасности, можно, наверное, об этом говорить, что и тоже профилактика. Да, и для здорового человека. То есть, потому что кроме вот этого, у омега-3 это доказанные свойства снижения холестерина плохого. Рекомендуется сейчас врачами это и при сердечно-сосудистых заболеваниях, это уже, в принципе, и в протокол включается. То есть, тут еще надо еще как раз форму омеги правильно употреблять, потому что она существует в нескольких формах. Так, вот интересно. А давайте вы нас сориентируйте по формам. Вот смотрите, просто, в принципе, все жирные кислоты в растительных маслах, в рыбьем жире, они существуют в форме триглицеридов. Триглицериды – это молекула глицерина, соединенная с 3 атомами жирной кислоты. То есть, по большому счету, это тоже сложный эфир, но то есть это природная форма. И... Вот сейчас я ничего не поняла, ладно. Хорошо, просто давайте понимать то, что триглицериды – это природная форма, в которых существуют жирные кислоты в жирах. Да. И что это значит? И наш организм эволюционно привык усваивать именно эту форму, триглицеридную. То есть у нас наши ферменты, которые содержатся, которые вырабатываются поджелудочной железой, вырабатывают ту липазу, которая расщепляет триглицериды. Но в рыбьем жире содержание омеги-3 недостаточно высокое. То есть это порядка 30%, 30% это прям очень хорошее содержание, 30-35%. Бывает и ниже, 20%, в зависимости от сорта рыбы, от ее жирности. И для того, чтобы концентрацию омега-жирных кислот, омега-3 жирных кислот увеличить, а еще заодно и очистить рыбий жир от всяких вредных веществ, которые в ней могут содержаться. То есть это могут быть там и тяжелые металлы, потому что мы знаем, что океан у нас это не какое-то там суперчистое место, где много отходов, и рыба, понятное дело, все это потребляет, это все на дне скапливается. Поэтому на хороших, проверенных нами, кстати, одобренных производителях, у хороших производителей, рыбий жир очищается и концентрируется. Что, есть неочищенный, что ли, рыбий жир? В принципе, надеюсь, что таких производителей минимальное количество, но когда очень дешевая омега, есть подозрение с очисткой. А вы можете увидеть, это качественная омега или нет? Мы это видим, когда мы выбираем своего поставщика, он нам предоставляет все документы качества, значит, мы отдаем образец, который нам предоставил наш потенциальный поставщик в лабораторию в стороннюю, проверяем содержание самой омеги-3, которую они заявляют, и проверяем этот рыбий жир на все показатели безопасности. А этих показателей достаточно много. То есть и это содержание пестицидов, диоксинов, полифлорированных бифенилов, это тяжелые металлы, радионуклиды. И только когда все показатели соответствуют требуемым, мы тогда работаем с этим поставщиком, с этим производителем. И вот вернемся тогда к форме. Значит, с триглицеридом мы говорили, что обычно в неконцентрированном рыбьем жире это содержание не выше 35%, а чтобы увеличить это содержание, проводят реакцию этерификации, то есть получают не триглицериды, а этиловые эфиры. То есть выделяют конкретно вот эти наши
нужные нам докозигексаеновые, казипентаеновые кислоты, доводят это содержание до 60%, и до 75%, даже до 90%. Это важно? Вот это вот высокий процент? Это важно. То есть можно пить, конечно, и просто 35% рыбий жир, но просто мы понимаем, что это тогда нужно выпить 4 капсулы, 5 капсул. Ну, не все, во-первых, могут эту капсулу проглотить, и не каждому хочется пить просто горстями эти таблетки. Да. Вот. Поэтому этиловые эфиры форма достаточно доступна на рынке, что с точки зрения усвоения. Этиловая форма. То есть это этиловые эфиры. То есть это получается от жирных кислот отсоединяется глицерин и заменяется на этиловый спирт. Ну, то есть это такая реакция. То есть это тоже образуется эфир. Только для чего это нужно? Ну, это вот как раз просто повысить концентрацию омега-3. Повысить концентрацию. Да. А усвоение при этом? Усвоение, в принципе, если мы будем эту форму употреблять с жирной пищей, ну, не на голодный желудок, то есть у здорового человека, если он там съест что-то жирное, поест хорошо, потом выпьет вот эту омегу с этими этиловыми эфирами, будет, в принципе, все нормально, потому что, съев жирную пищу, он стимулирует выработку вот других ферментов, которые тоже помогут и эту форму усвоить. То есть ничего страшного для здорового человека, в принципе, эта форма не представляет. Она неплохая форма, скажем так. Но есть еще, скажем так, еще золотая середина, ну, золотой даже, скажем, стандарт, когда вот эти этиловые эфиры опять возвращают форму триглицеридов. Это сложно, это дорого, но это как раз, получается, мы возвращаем концентрированный жир в его природную форму. И такие предприятия есть. И это значит, что это вот эта самая оптимальная форма. Вот ее мы и используем. Вот эту форму. Да, эта форма уже, к счастью, производится в России на заводе в Магадане. Ну, давайте назовем хороших производителей. Да, Омега-Си, завод, который такую форму производит. Вот, мы с ними сотрудничаем. Мы у них и 35%. Они единственное такое производство? Ну, в России это такое единственное производство, да. Да. Но это импортозамещение, как я понимаю. Это импортозамещение. Это вот мы просто ранее работали с другими производителями. Зарубежными. Там тоже было неплохое качество. Ну, скажем так, неплохое, хорошее качество было. Но просто это сейчас не всегда доступно, потому что производство Перу был, производство Норвегии. Вот, в принципе, вот мы работаем с таким сырьем. Хотела добавить тоже, что по поводу неочищенной омеги, да, если она вот не очищена у нас, то, конечно, мы вместо поддержки получаем такую токсическую нагрузку на организм, и, соответственно, то, что нам совершенно не нужно, особенно когда речь идет про онкопациентов. Да? Вот, и поэтому когда вот наши клиенты, да, люди, когда спрашивают, почему там дорогая такая омега, например, да, вот именно потому, что мы берем ее у хороших, надежных наших партнеров, да, покупаем, да, и сырье, которое вот именно очищают они до молекулярного уровня, да. Именно за это. То есть вы платите в первую очередь за безопасность. Конечно. Вот. Есть еще такой момент, когда во время лечения пациент теряет мышечную массу. Может ли омега-3 способствовать тому, чтобы сохранить как-то? Потому что если речь идет о питании клеток, соответственно... Ну, конечно, можно сказать, что омега может способствовать, потому что, во-первых, опять мы вспомним про этот воспалительный фактор, вот цитокины воспаления, как раз, которые, собственно, и влияют на потерю мышечной массы, вот воспаление, само воспаление. Поскольку мы снижаем воспаление, соответственно, мы влияем на процесс вот потери массы. Это прям точно влияет воспаление на снижение? Да, конечно. Организм бросает все силы для того, чтобы справиться с этим воспалением, да. То есть мы уже... И теряется, да, не только, получается, и жировая, но и мышечная масса. Да, то есть он уже все. Почему отсутствие аппетита тоже при этом? То есть потому что он бросает именно на воспаление это все. И поэтому уже голод это уже не так важно, как важно, то есть... Справиться. Здесь... Можно я открою эту баночку, мы посмотрим форму. То есть, вот получается, как вообще это... Ой, какие они тут красивые.
Потому что я омега-3 не пью. Я вот поглотитель хлорофилла пока. Это вот прям вот этого достаточно 1 день. Ну, вот тут в одной капсуле 600 миллиграмм омега-3 жирных кислот. Мгм. В принципе, рекомендуемое суточное потребление – это 2 грамма. Но мы рекомендуем 1-2 капсулы. То есть 1 капсулы достаточно, можно и 2 капсулы потребить. То есть, Это вообще курсом принимается или... ну, вообще, при регистрации БАД нас обязывают регистрировать курс месяц, а дальше повторить, через месяц. Ну, просто я на своем примере, на Так. примере своего мужа, он у меня пьет постоянно, скажем так. Я тоже знаю таких людей, которые Вот, пьют пьет постоянно, потому что Это же как питание. просто омега-3 нам нужна каждый день. Чтобы нам вот такую капсулу обеспечить, нам надо съесть, не знаю, там 2 стейка сёмги, еще что-нибудь такое жирненькое. 2 стейка сёмги съесть тяжело, правильно? Да. А- Ну и опять-таки, вот сёмга это все-таки достаточно большая рыба, которая долго растет. Да. Соответственно, пока она долго растет, она в себе много чего накапливает. Это хорошо, если там, сейчас вот в основном, конечно, это аквакультура. Многие, конечно, любят дикую рыбу, дикий Да. лосось. Я, конечно, наверное, все-таки противник дикой рыбы, именно с точки зрения, да, она там ест водоросли, ее не кормят комбикормом, но океан наш очень засорен. И поэтому чем больше дикая рыба, тем больше она всего там наела. Да, все. В том числе микропластик. Поэтому все-таки аквакультура, да, возможно, там будет меньше омеги-3 изначально, потому что там вот есть свои там, конечно, вот эти, может быть, у кого-то негативное отношение к комбикорму, которые кормят рыбу, еще там иногда даже добавляют бета-каротин, чтобы она пооранжевее была. Вот. Но я все-таки, вот на рыбий жир, омегу, вот эту производственную ее получают сейчас в основном, практически, я думаю, что такие все крупные и добросовестные производители мира из мелкой рыбы. Рыбий жир из мелкой. Почему? Из вот анчоусы, сардины. Они не успевают Они гадости маленькие, они наглотаться. успевают. То есть это молодая рыба, которая не сильно выросла, она мелкая, она не успела накопить вот это все. То есть вот наш производитель как раз вот магаданский, они делают из иваси, сардины иваси. Это их сырье. То есть эта рыба не так быстро... Да, но она быстро выросла, то есть она молодая, маленькая и не успела накопить, потому что, конечно, там все думают, наверное, там лосось такой жирненький, большой. Я тоже так думала. Он долго рос для того, чтобы стать большим и жирным. И много чего накопил. Поэтому вот эта мелкая рыбешка, вот этот анчоусы, вот, кстати, перуанские рыбий жир, омега, с которым мы раньше работали, там как раз это вот холодное течение вот вдоль Перу. Интересно. Вот, оно чем холоднее течение, тем больше рыба жира накапливает, то есть в холодных водах. То есть именно поэтому там вот холодный жир вдоль Южной Америки с холодное течение, и, соответственно, в Магадане у нас там тоже холодные воды. То есть в холодных водах мелкая рыба накапливает больше жира. Больше жира, да. И меньше, поскольку она маленькая, не успела сильно вырасти, она еще меньше накапливает всего вредного. Речь о чем говорит Наталья? О том, что рыба питается придонными гидробионтами вот этими, да, и то, что все вот как раз то, что она сказала, оседает, да, вот тяжелые металлы, вот эти полифлорированные бифенилы, диоксины, об этом и... То есть омега у нас должна быть каждый день. Рыбу мы едим не каждый день. И опять-таки 2 куска стейка, наверное. Мало того, что не каждый съест, но еще и по деньгам-то не очень-то доступно, скажем так. Согласна. Здесь сколько? Здесь 90 капсул, да. То есть, по идее, вы пьете месяц, делаете небольшой перерыв, и можете опять продолжить, да. А я себе могу же взять эту баночку? Конечно. На правах вида. Так. 90 капсул. Одной мне, например, будет... Это связано как-то с весом человека? Нет, там, в принципе, адекватное суточное потребление омега-3, вот я сказала, что это 2 грамма, то, что рекомендует нам наше питание,
Вот. То есть вы смотрите, я думаю, что человек сам, то есть там у нас указано, какой процент от адекватного суточного потребления в одной капсуле, и человек может сам откорректировать. Ну, там, посмотрел, так, тут сколько там... Да, здесь там, написано... сколько 40, сколько процентов в одной капсуле, да? 600 миллиграмм, это 600 миллиграмм, это от 2 грамм, это сколько это там, 30? 30% примерно процента, да? адекватного уровня Да, потребления. человек подумает, так, ладно, я сегодня ничего вроде не ел больше жирного, и рыбы не ел, и выпью я 2 капсулы. А вот, и здесь вот это вот Эйкозапентаеновая, докозигексаеновая. У них там свои адекватные уровни. Да, 55 и 32. Да. Вот. Но, в принципе, самое главное – это ПНЖК. Правильно? Семейство омега. Омега-3, да. Вот это полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3. Это то, что нам, в общем, дает способ бороться с воспалительными процессами, насыщать клетку, улучшать состояние мембраны здоровых клеток и снижать в том числе холестерин. Да. То есть это, в общем, про здоровье. Улучшаются, наверное, сосуды в связи с этим, состояние сосудов. То есть снижение холестерина – это уже, в принципе, доказанная история, потому что я думаю, что не зря в протокол это включают всех сердечников. То есть не только сердечников. Я, например, тоже пила. Мне врач прописывал именно от плохого холестерина. Он сказал, омегу качественную, хорошую, пожалуйста, пейте. От плохого холестерина. Сейчас, если я выпью, это будет бесполезно. Надо с едой. Лучше с едой, конечно, с жирной едой. Или там вы там поели, у вас какой-то был жирок, там маслица. С жирной едой, с жирной пищей. Поэтому многие еще и говорят, а когда лучше всего принимать его? Утром? Я лично принимаю утром после завтрака. Утром после завтрака. Да. Утром или в обед можно, с жирной едой. Почему? Потому что она так лучше усваивается. Потому что многие, на ночь обычно жирного никто особо ничего не ест. Как правило, там все... Да, то есть это утренний прием. Да. Утренний прием, во-первых, и завтрак должен быть, скажем так, всегда полноценный. То есть вообще должна быть самая полноценная еда, это должен быть завтрак. Не как мы привыкли легкий. Опять же, к режиму себя человек начинает приучать. То есть все белки, жиры, все должны быть на завтраке. Не просто чаек, кофеек и легкий бутерброд. То есть наоборот, завтрак должен быть насыщенный, полноценный. Вы сами принимаете? Принимаю, когда не забываю, честно скажу. Но мужу ставлю прямо на стол. Кладу, потому что если это будет стоять где-нибудь на полочке, он это не выпьет. Это просто вот рядом с тарелочкой капсулка. Так. Я тоже принимала. Я принимала курсом, достаточно долго принимала, именно вот потому, что плохой холестерин был высокий у меня, да, и врач мне назначил, прям с назначения врача принимала. Принимали? Да, этот принимала. А сейчас все не принимаем? Нет, я закончила курс, да, и пока у меня перерыв. Потом, то есть, надо будет дать еще раз анализы. Курс сколько длился? 3 месяца. 3 месяца. Да. А я могу вообще без перерыва тоже пить, как ваш муж, в принципе? Я думаю, можете. Просто, видите, там при регистрации БАД нам не особо так разрешают такие длительные курсы. Это не только омеги касается, это любой биологически активной добавки, но при регистрации, если вот вы обратите внимание, когда-нибудь откроете реестр, у всех будет написано курс приема 1 месяц, точка, при необходимости повторить. Когда повторить, через сколько повторить, как правило, не уточняют. Или там при необходимости повторить через месяц. Вот скажите мне, пожалуйста, если мы смотрим на полку и от 100 рублей и до 1000 рублей можем увидеть омега-3. Как ориентироваться? По каким параметрам нам отбирать омега-3? По производителю, по цене. Мы же все равно не производство, мы обычные потребители. Мы пришли и увидели, вот это вот подешевле, наверное, вот это возьму. Не сильно дешевый, значит, что-то здесь хорошее есть. И просто, я думаю, надо грамотно читать этикетку и смотреть, что там написано. Потому что некоторые нам могут написать омега-3 1000 миллиграмм. А на самом деле, когда ты изучишь этикетку, окажется, что 1000 миллиграмм – это просто
масса содержимого капсулы. То есть там 1000 миллиграмм исходного сырья, там рыбьего жира с содержанием, допустим, 35%. То есть вот Ну вот у нас, допустим, вот наша капсула. омега-3 600. У нас 600 миллиграмм. У нас капсула содержит, ее наполняет эта капсула 1000 миллиграмм. А То есть содержание вот эта капсула 1000 миллиграмм? внутри нее 1000 миллиграмм. Сырье исходное содержит 60% омега-3. Соответственно, мы там 1000 умножаем на 60, вот наши 600 миллиграмм. И здесь на упаковке должно написано быть. Ну вот тут написано Вот, масса капсулы. Масса капсулы 1350. Это капсула вместе с самой оболочкой. Да. 1000 миллиграмм наполнения и 350 масса оболочки, вот этой желатиновой оболочки. Понятно. Это очень ценная информация. То есть мы сейчас с вами, дорогие друзья, учимся, Да. как не входить в заблуждение. Просто иногда на упаковке может быть написано омега-3 1000 миллиграмм. Начинаешь читать упаковку, там написано масса содержимого 1000 миллиграмм. Да. Омега-3 350 миллиграмм. То есть они... И стоит это в 2 раза дешевле уже получается. И стоит это дешевле, потому что, конечно, там содержание омеги-3 не 60%, а 35%. Ну, как мы уже говорили, что мы ничего против этого не имеем, просто капсулу надо выпить больше. Да. Соответственно, вы То есть- покупаете тоже 90 капсул, но пьете уже там по 2, по 3 капсулы. Да. А вот. И не на 3 месяца, а на... И, значит, вам этой 1,5. упаковки хватит там на 1,5 месяца. Да. Поэтому, то есть вот таким образом читать, соизмерять. А некоторые могут написать там омега-3 600 миллиграмм, допустим. Тут тоже вот как. Да. А потом окажется, что 600 миллиграмм содержится в 3 капсулах. То есть, и там будет написано, что содержание в суточной дозе в скобочках в 3 капсулы 600 миллиграмм. То есть они взяли 20%, допустим, какой-то жир, Мгм. который тоже, в принципе, на рынке бывает, потому что я говорила, что в природе в неконцентрированном рыбьем жире ее от 20 до 35% в форме триглицеридов. Кстати, омега-3 на состояние кожи влияет? Влияет. Вот это, А еще на что? вот кожа, это, если мы еще пока к хлорофиллу не переходили, но я просто уже чуть-чуть затрону, просто это как раз история моей дочери, которая акне ее беспокоило, и, в общем, хлорофилл и омега-3 она принимала, состояние прям, значительно улучшилось. Ну что, раз уж коснулись хлорофилла, так давайте тогда перейдем к нему. Такая вот прекрасная бутылочка. Что хочу сказать? Сама пью. Я о своих ощущениях чуть позже расскажу. Вот, кстати, омега-3 где можно приобрести, подскажете? Вообще ссылочка в описании будет. И это продается на Озоне и на Вайлдберрис. Да, особенно Вайлдберрис есть. Значит, вот здесь написано содержание рыбьего жира 1000 миллиграмм, а омега-3 600. 600, да, По-честному. Да. Сердце, сосуды, суставы, мозг, кожа. На самом деле хорошему производителю нечего скрывать, да, то есть на Да. упаковке все должно быть написано, да, расписано. Не должно быть ничего там, никакого скрытого состава, да, никаких вот громких надписей там лечит и так далее, потому что мы прекрасно знаем, что БАД это не лекарство, да. Вот, то есть все. Хороший производитель имеет все контакты на упаковке, да, куда в случае чего может обратиться любой наш покупатель, да. Вот для того, чтобы узнать и задать нам любые вопросы, потому что мы открыты Срок к годности диалогу. хороший, кстати, срок Да, годности тут хороший. В общем, давайте, кто там, налетайте, вот все в описании под видео и наши QR-коды на ссылочку как раз можно будет пройти и заказать себе. Хлорофилл. И что такое хлорофилл? Я-то, конечно, уже все знаю про этот продукт, я его пью, но давайте расскажем нашим зрителям. Во-первых, хлорофилл – это зеленый пигмент всех зеленых растений, всех на Земле, сами это видели, который, Да. собственно, участвует в синтезе кислорода, которым мы, собственно, все дышим на нашей планете. То есть хлорофилл – это вот основной как раз источник кислорода на Земле. У нас хлорофилл в форме хлорофиллина. Почему хлорофиллина? Потому что сам этот зеленый пигмент, само вещество хлорофилл, оно воскоподобное вещество, которое в воде не растворяется.
То есть хлорофилл – это воскоподобное. Воскоподобное вещество, да. То есть если вот просто выделить из растения Из хлорофилл и ничего там с ним не делать, это будет воскоподобное в масле растворимое вещество. В масле растворимое. Да, в ЖО, ну, то есть как воска растворяются. И поэтому источником вот для БАД, сырьем, вернее, для БАД является натрий-медный комплекс хлорофиллина. Ага. То есть в хлорофилл, вообще сама молекула хлорофилла, она очень похожа на молекулу гемоглобина. Только в гемоглобине железо в центре атома, ну, если так примитивно объяснить, в хлорофилле магний. Но в натрий-медных комплексах магний ее убирают и просто делают хлорофилл водорастворимым за счет вот этого преобразования. Так, а вот сравнение с гемоглобином, это значит что? Ну, это значит, что он похож по своему действию, свойству. по свойствам, да. То есть энергия, энергия, сила. кислород, сила, Мгм. то есть Метаболизм. детокс, метаболизм, да. О, как интересно. Да. То есть, ну, его, кстати, не зря называют еще зеленая кровь, говорят. Зелёная кровь. Зеленая кровь, да. То Хлорофилл. есть это именно как раз из-за сходства молекул с гемоглобином. Что источником сырья является? Мгм. Вот, просто много хлорофилла, и обычно раньше так и делали из спирулины, то есть водорослей, одноклеточных водорослей, Да. спирулина, хлорелла, там действительно много хлорофилла содержится, но опять-таки водоросли, опять-таки океан, опять-таки пестициды. А спирулина – это океаническая водоросль, да? Ну, она и пресноводная, то есть, нет, это пресноводная вода, ну, все равно это вот подземные воды, Да. это вот. Поэтому, воздействие окружающей среды. поэтому мы вот просто выбирая среди поставщиков сырья, ну, как-то вот все-таки склонялись, что это источником должно быть все-таки надземное растение. Часто, ну, вот больше всего хлорофилла содержится в крапиве, люцерне. И вот у нас один из сырьевых компонентов получают его из листьев белой шелковицы. Мгм. То есть у нас есть и из люцерны, ну, обычно там указываем. Почему листья белой шелковицы? Я думаю, мне кажется, что все-таки достаточно такой распространенный сырьевой компонент. Это же, ну, допустим, у нас на данный момент хлорофилл китайского производства. Мгм. Вот. А В Китае, почему? У нас не делают? ну, вот мы не встречали, честно говоря, российского хлорофиллина. Ну, то есть сырья у нас нет российского. Понятно. Ну, то есть я думаю, в Китае шелковица в растет. Китае, поскольку это все-таки традиционно страна шелка, этого тутового шелкопряда. А шелковица причем, мне кажется, это Ну, вообще это никак не связано. тутовое дерево Да, же, тутовое дерево это получается, шелковица есть. да? Это как Да. раз те Да. листья, которые едят, которых есть шелкопряд. Я знаю, что стекло это всегда удорожает продукт. Зачем удорожать? Ну, этот оно, продукт? конечно, удорожает. Но вот я, если честно говоря, у меня все в стекле. Я вообще не использую пластиковую посуду, пластиковые контейнеры для хранения. У меня все хранится в стекле. Потому что, ну, пластика у нас и так прям много. И все равно, ну, даже, ну, понятно, что есть очень качественный пластик, но стекло – это защита от света, от воздействия. Это если темное стекло. Темное Здесь стекло, темное темное стекло. стекло и это опять-таки все-таки это жидкий продукт. Жидкий продукт, он все-таки контактирует как-то с материалом, а стекло это инертный материал, проверенный годами, веками. Ну, то есть мы знаем, что стекло, да, оно дороже, но это качество, это безопасность. Какая функция у хлорофилла? Что он дает? Он дает детоксикацию организма, да, то есть он хорошо влияет на ЖКТ. У нас вот, то есть его можно для поднятия иммунитета прекрасно можно его использовать, да, для хорошего отвода желчи прекрасно, это то, что вот я испытала лично на себе. То есть он очень хорошо борется с грибками в организме. Это тоже проверенный факт моей семьей, так скажем. Ну и, соответственно, вот все акне, там вот все, ну, что в моей семье проверено, на дочке как раз. У меня тоже, да. Да. Вот. И даже аллергические реакции. Видимо, с этой детоксикацией, которая происходит, когда вот мы его употребляем,
То есть вот как раз выводятся все аллергены. Вот, потому что по-другому я не знаю, как объяснить этот факт, потому что я его попробовала тоже вот в своей семье, вот, аллергии. Вот это то, что личные примеры, да. Ну, и у меня, Да. ну, можно сказать, ну, это моя личная история моего папы. Ну, к сожалению, уже нет, но у него была 4-я степень онкологии, его выписали с хосписа. 4-я стадия. А 4-я стадия. Рак чего? У него рак был предстательной железы с метастазами в позвоночник. С хосписа его выписали, ну, сказали, ну, все, мы сделали все, что смогли. Ну, там немножко, да, такая своя история небольшого чуда. В общем, папа еще после этого 5 лет прожил. 5 лет после хосписа? Да, после когда хосписа. Его отправили умирать? Да. Ну, там правда, была немножко чудесная история. А вот, если интересно, потом расскажу. Сейчас рассказывайте, мы уже тут все во внимании. Папа лежал, реально лежачий уже. Да. То есть мы его забрали с хосписа, и сестра как раз была там с родителями. Она ушла в магазин, ей звонит мама и говорит, у нас пожар. Ну, то есть она по словам пожар поняла все что угодно, кроме пожара в прямом смысле слова. А мама там коротнула розетка, загорелась занавеска, она там вроде что-то выдернула. И папа, вот как он рассказывал, говорит, лежу, думаю, ну все, отмучился, хорошо. А потом думаю, нет, ну как же я свою мамулечку оставлю? Надо. И вот он, я не знаю, что это был какой-то выброс адреналина, это был, ну он встал, и после этого 5 лет прожил. То есть он пытался подняться, понятно, он упал, ну какой-то, то есть у него был какой-то такой стресс, какой-то... К нему потом с хосписа, когда приходили врач, который его смотрел, он говорит, ну, может, вы придете нам какую-нибудь лекцию прочитаете для наших вот. Ну, и возвращаясь вот к хлорофилу, вот все эти 5 лет папа был с хлорофилом. Но потому что не с этим, наверное. Ну, этот недавно же начал. Это был белорусский хлорофилл, почему-то он там его по вкусу пришелся. Вот. И то есть это было, конкретно для него, это была помощь в пищеварении. Потому что, понятно, ну, желудка у папы еще нет, потому что у него до этого был 20 лет назад еще рак желудка, а потом уже вот спустя 20 лет это было вот как раз рак предстательной железы. И то есть это его личное ощущение, просто сказал, мне хлорофилл на постоянной основе. У него это просто стимулировало его работу ЖКТ и работу его кишечника. Без него он просто как бы... Ну вот, он хлорофилл, насколько я поняла, то, что вот сама начала принимать его, и я поняла, что он убирает вот эту вот болезнетворную флору. Да, то есть он именно нормализует наш, вот, ну, это помощь нашему микробиому. Потому что это реально помощь, потому что А свой микробиом остается жить? Ну вот, судя по всему, да, потому что как-то он действует избирательно, то есть хорошее не трогает, плохое убивает. То есть это, наверное, какой-то механизм, который еще надо как-то изучать, но, ну, то есть это проверенная история, поэтому вот так. И это было, собственно, до последнего, как бы там дня был хлорофилл. И вот еще могу отметить вот такую, ну, потому что все-таки у папы 4-я стадия, это, ну, знаете, это там иногда какой-то запах от таких больных появляется. У папы не было никакого запаха от тела. То есть это, ну, реально, ну, как правильно сказать. Я бы, наверное, поправилась все-таки. Не дезодорирующий ни в коем случае. Ну, у хлорофилла-то запаха тоже нет. Он просто, получается, убивает вот эти вот всякие Ну, я думаю, бактерии. Да, какие-то бактерии патогенные, болезнетворные, да. Или те же, которые, собственно, на нашей коже делают. Ну, вот я обратила внимание, то, что, да, запах пота во время принятия хлорофилла, он уходит. То есть тело перестает. Да, это вот. Ну, все равно там как бы вот эти вот бактерии, которые тоже живут там, допустим, на коже, да, если они погибают, у меня все равно как-то, знаете, я пью, а сама думаю, а вдруг там что-то еще может убиваться.
Ну, не знаю, с другой стороны, вот если... Это же проверено, с одной стороны, годами. Если работа ЖКТ, работа кишечника нормализуется, ну, значит, хорошие бактерии-то, то есть без Просто продолжают без работать. хороших бактерий-то там все равно этой работы бы не было. Ну да, да. Значит, эта работа их продолжается, значит, они живут и процветают. Ага. А тем более, что где-то я читала о том, что у нас 80% нашего иммунитета это как раз-таки ЖКТ, да? Это кишечник. Да. И если там все прекрасно и хорошо, то, соответственно, то есть и организм, то есть иммунитет повышается у нас, да? Ну да. Поэтому... А у нас как раз вот у всех онкопациентов в первую очередь страдает слизистая ЖКТ, потому что нагрузка большая, связанная с химиотерапией, а таргетная терапия тоже, ну, я не берусь, это может быть мы еще отдельный разговор для общения с врачами, поговорить о том, как разрушается наш кишечник, ну, не разрушается, а нарушается работа. Нарушается работа. Почему? И вот эти вот повреждения кишечника, да, ничего хорошего. Все пациенты могут об этом сказать, кто был на химии, кто был на таргетной терапии, кто на лучевая, это вообще. Вот. Разрушительно все для нас, конечно. И любой пациент, он стремится к тому, чтобы облегчить себе жизнь. Улучшить качество жизни. И он вот всасывает в поисках, это попробовал, что-то помогает, что-то не помогает. И когда есть набор инструментов в виде продуктов, вот такого плана, поддержка, я уже сейчас, знаете, думаю, может быть, какую-то линейку сделать для пациентов и сказать, вот, их делают, но вот как-то не хватает, может быть, информации, не хватает, наверное, комплексного подхода и решения проблем. А я понимаю, что людям это нужно. Во-первых, по доступной цене, и во-вторых, для поддержки, да просто чтобы выжить, чтобы не вернулась болезнь обратно, да, потому что когда человек ослаблен, то, в общем, с ним всякие неприятности происходят в плане здоровья. Это же не только... Ну, очень важно пережить вот этот момент, когда ты принимаешь эту химиотерапию, да, то есть потому что мы все знаем, какие симптомы, да, у меня тоже такое сожаление, что не было около 20 лет назад не было, потому что в мое время, когда я лечилась, этого не было. И тоже да, у меня была опухоль вилочковой железы, у меня была тимома. Вот как все непросто в нашей жизни. Да. И можно нашу жизнь чуточку упростить, имея вот такой набор. Ссылочки все в описании. Вот кого заинтересовало, проходите, берите. Я вообще вот, когда начала пить, прям, наверное, с первых дней заметила, что у меня начало выравниваться пищевое поведение. Да, есть же отклонения. Ну, то есть меньше сладкого, да, хотелось или как? Вообще меньше есть хотелось. Про то, что пищевое поведение, расстройство заключается, да, хочется много сладкого, но хочется еще и много еды. То есть человек ест и не наедается. И такое часто случается у большинства, у кого вот есть проблемы с лишним весом, это как раз расстройство пищевого поведения с большим, то есть нет насыщения. Вот когда принимаешь хлорофилл, вот это состояние насыщения происходит гораздо быстрее. А потом мы знаем, что наши приоритеты в еде продиктованы, уже это я читал несколько публикаций, продиктованы теми колониями бактерий, которые у нас живут, правильно? Это так и есть. Я как раз вот хотела вам сказать, что как раз когда мы хотим сладенького, когда мы хотим побольше есть, это мы кормим нашу кандиду.
Это дрожжеподобные грибы, которые есть у нас в организме. Они входят в том числе в микробиом. Но когда у нас какая-то антибактериальная терапия или еще какие-то там сбои, антибиотики, когда принимают. То есть кандида просто подавляет всех. То есть и она занимает место всех остальных бактерий. И она хочет есть всегда. Побольше углеводов, побольше сладенького, и всегда хочет есть. И я думаю, что как раз вот это, о чем вот вы говорите, это как раз, я думаю, что хлорофилл поставил эту кандиду на место, вернул ее в свое русло. Понятно. И просто выровнял как раз вот этот микробиом, привел его в баланс. Потому что эта бактерия есть там в микробиоме, есть, но она без нее тоже никак. Но когда вот, то есть она просто убивается хуже всех антибиотиками. И как раз поскольку это дрожжеподобный гриб, то есть это даже не совсем больше бактерия, а именно гриб, а антибиотиками мы убиваем бактерии. Поэтому кандида там начинает... Пришел ее час, так сказать, триумф кандиды в организме. Поэтому начинается, вот это хочу сладенького, хочу побольше поесть. То есть мы ее кормим, а не себя, поэтому и насыщения нет. Мороженое. Вот, и как раз, я думаю, хлорофилл ее просто возвращает на землю. Тоже классная штука, да? На что еще? А вот что у нас тут написано на бутылочке? Выведение токсинов, укрепление иммунитета, связанного с выведением токсинов, правильно? Ну и в том числе с нормализацией желудочной кишечной. Работы ЖКТ, да. улучшение состояния кожи. А можно их вот так вот взять вместе, совместить? Ну, я думаю, что их можно пить в одном курсе, но я не думаю, что это надо делать прям одномоментно. То есть хлорофилл лучше выпить с утра натощак. Я так пью. Да. А омегу уже после еды, когда вы поели плотненько. То есть не так, что... А можно во время еды прям вот... Ну, можно во время, можно и во время. Там все равно... Ну, то есть не на голодный, точно не на голодный желудок, потому что, то есть, должны запуститься именно все вот наши ферменты. Но хлорофилл исключительно натощак. Нет, почему? Почему? Можно в течение дня разбавить в бутылочке воды. Просто как вот и пить, его. Вода такая, чтобы комнатная температура была, пить ее. Главное не принимать его на ночь, потому что он имеет такой тонизирующий легкий эффект. Это да. Вот у меня энергия просто... Просто я думаю, что если с утра натощак, это просто, чтобы не забыть потом в течение дня выпить. То есть удобно стоит на столе, разбавил, ложечку чайную взял, разбавил водой, сразу выпил, все и... Как говорится, утром выпил, день свободен. Вот опять же, сейчас это вообще мейнстрим. Все употребляют хлорофилл, везде пишут, вот, клинических исследований нет. Да это просто еда. Это фактически мы употребляем вытяжку из растений. Да, поэтому что там исследовать? Мы всегда это ели, пили, только не в такой концентрации. Да. Здесь вопрос концентрации. Либо надо съесть сток сена и сказать, да, вот я там что-то у себя хорошее сделал. Сток сена, конечно, тоже надо есть, потому что там все-таки клетчатка, тут клетчатки нет. Клетчатки, не сток, во всяком случае. А чтобы получить ту концентрацию хлорофилла, которая здесь, надо съесть сток сена. Да, это да. То есть вот в данном случае мы имеем хорошую концентрацию хлорофилла вот в такой бутылочке. Производителей, опять же, много. Как и цены разные. Вот заходишь в интернет, и просто можно утонуть в этих предложениях. Почему? Потому что хлорофилл – это мейнстрим, это модно, все хотят пить, быть в ногу со временем идти. Но это же не просто модно, это еще и полезно, да? Как нам не купить, опять же, что-то такое зеленое, слегка отдаленно напоминающее, что это что-то полезное? Опять-таки, упаковка. Как мы уже сказали, стекло, потому что у многих производителей это пластик. Если пластик,
он что, вот хлорофилл, с учетом того, что он антиоксидант, он должен хорошо вступать во все. Да нет, ну вряд ли он, конечно, вступит с хорошим пластиком-то вряд ли он, конечно, Да. вступит в реакцию, но Ну, лучше в стекле. Лучше стекло, конечно, стекло Лучше стекло. да. Да. Вот. Ну и опять смотреть, почему может быть разница. Потому что кто-то рекомендует, то есть это будет тоже бутылочка 500 миллилитров, но там будет доза, допустим, столовая ложка нечаянная, или вообще 25 миллилитров. То есть просто ниже концентрации самого хлорофилла, который Ну там. вот здесь, в этой хлорофилл, содержание суточной порции 5 миллилитров, миллиграмм, 50 миллиграмм хлорофилла, Да, 2,2 миллиграмма меди. меди. Да. Медь тут зачем? Но у нас же натрий-медный комплекс, мы от нее никак не денемся, от этой меди мы не избавимся. Почему? Потому что это... то есть мы же говорили, что хлорофилл – это природный хлорофилл, воскоподобное вещество, у которого молекула магния. Потом эту магнию заменили на медь, когда получили хлорофиллины. Ага. Вот. Ну, в принципе, медь, То есть- она тоже организму нужна. То есть она в такой тут дозировке, которая... То есть мы тоже должны потреблять. Единственное, что вот на самом деле медь из хлорофилла не очень хорошо-то усваивается. Но мы ее не можем не указать, потому что она там есть. То есть смысл в этой меди только для того, чтобы усвоился сам хлорофилл, а медь не усваивается, Даже как, не как то, что... медь. Ну, просто у нас другого сырьевого компонента, кроме как натрий-медных комплексов хлорофиллина, нет, чтобы водорастворимый получить хлорофилл. Мы смотрим, нет ли у нас его в других источниках, в других БАДах, которые мы принимаем. Ну, То есть видите, не как принимаем интересно. одновременно. Вот Ну, мы, видите, как По-моему, у интересно. нас там на упаковке указано, что то есть не принимать с другими источниками меди. Ксения, что с хлорофиллом? Пьете? Да, значит, у меня прям конкретный случай. Я пошла к врачу, у меня были проблемы с желчным, да, то есть хлопья, и плохо выводилась желчь. Он назначил мне лечение. Я была в это время, я вот как раз вот в Инстаграме была подписана на эндокринолога, которая вот рассказывала все время, она все время рассказывает про хлорофилл. Я очень долго за ней наблюдала. Вот, и вообще-то я боялась, что такое что-то очень разрекламированное, да, то есть и вдруг мало ли что. Вот Ну, и, я в по общем-то, этой же причине до Да. этого не пила. Ну и, в общем-то, я решила дополнить, да, то есть лечение, и, соответственно, взяла хлорофилл. То есть получается так, что я делала УЗИ до, и, соответственно, то есть у меня был определенный, то есть все было там, картина вся ясна была, да. Я начала пить лекарства, хлорофилл вот буквально там через неделю. И вот я пропила 3 месяца. Через 3 месяца я пошла к врачу. Конечно, я должна была еще прийти до этого, но я пропустила как прием, мне надо, то есть там дополнить, но я не стала ходить, просто вот закончила и продолжила пить хлорофилл. И когда пришла, то есть, соответственно, то есть у меня был чистый желчный, то есть хорошо отходила желчь, то есть он посмотрел, и УЗИ у меня прям УЗИ есть. Вот хорошо Да. тебе, у меня желчного нет, а вот был бы хлорофилл, наверное, был бы и желчный. Вот, и вот я хочу сказать, что по состоянию своему, то есть, конечно, когда у тебя плохо выводится желчь, это очень сильно сказывается тоже на коже. И кожа, конечно, в это время, то есть она прям вот ужасная. И, соответственно, Да, то есть любых почистили. токсинов. Да. У нас ужасная кожа. Оно вот и, то есть, почистилось, то есть очень хорошо. Подсадила мужа на это дело. Так, что Так. с мужем? Грибок кандида, да, то есть трудно На ногтях? на коже, На коже. стопа. Стопа. Да. И, в общем-то, очень трудно мы с этим боролись уже очень много лет. И как бы я его подсадила, то есть я ему там вот рассказывала. Он говорит, ну ладно, а он еще, ну, как любой мужчина, кто хочет из них пить таблетки, да, очень Ну трудно да. там вообще что-то, ну, даже нутрицептики подсунуть, это очень трудно. Ну, в общем-то, давай. Ну, в общем, он стал пить. Вот, мы пропили вместе. У меня вот Илья, сын, вот у него как аллергия, мы долго не могли понять, от чего. Я уже не знала, что с ним делать. И я рискнула просто, ну вот просто рискнула дать ему, да, то есть маленькую дозировку совсем, да, то есть разбавляла слабо и давала ему. И он какое-то время вот пил, и прошло, вот прям прошла эта аллергия ему. Потом я пришла на работу в Королев Фарм,
и захожу в кабинет, у них стоит эта бутылка на столе, и так я поняла, что Вот я это пила... я нормально зашла. Да, что я пила именно вот этот. Я пришла домой, говорю мужу, и говорю, ты представляешь, я пришла, там этот хлорофилл, мы его За пили. сколько это как кандида пришла у мужа? Ну, я не знаю, вот, ну, он больше месяца пил. Больше месяца. Больше месяца пил, да. Вот. Вот мы как вот пропили тогда вот он с тех пор, я после этого брала другого производителя. Он мне говорит, возьми мне, потому что мне как бы я нормально там чувствую себя как бы хорошо, ну, кроме того, что вот кандида, да, то есть он говорит, возьми мне. Ну, я взяла, он стал пить и говорит мне, ну, не то. Вот он пропил какое-то время, говорит, мне, ну, я не могу, говорит, мне не помогает, как бы, вроде как будто бы эффекта никакого нет. И когда я сюда пришла, как бы, да, на работу, соответственно, он мне говорит, ты мне принеси вот этого производителя, раз ты пришла туда на работу, принеси мне, потому что он точно работает. И все вот, когда вот я купила, да, и, соответственно, мы с тех пор он продолжает пить. Ну, что, конечно, не пьет, потому что нет необходимости в этом, да, сейчас. Кстати, по поводу кожи на стопе. У меня очень сухая кожа была на стопе. Это не грибок, но сухая кожа. Но улучшился. И вот там, я не знаю, человек каждый за собой следит, педикюр, вот это норма. Но мне нужен был педикюр намного чаще, чем там, среднестатистически, чем раньше я делала. Может быть, это связано с тем, что долго на таргетной терапии, там какие-то еще истории. Кровоснабжение стопы, оно самое худшее у нас, правильно? Вот начала пить хлорофилл, все, состояние кожи поменялось. Ну, мне кажется, это было уже видно там на протяжении там 10 дней, там, 1,5 недели, 2 недель, прям состояние кожи. Я начала на это обращать внимание. Я понимаю, что я там уже там собираюсь записываться на педикюр, и понимаю, что мне это требуется. Что ж, потрясающий продукт, но, еще раз повторюсь, обязательно со своим врачом спросите, можно мне вот это или нельзя, и в какой период, и в каком количестве, и сколько, и когда, и продолжительность. И если все хорошо, то welcome в комфортную жизнь, несмотря на наши все диагнозы. Я влюбилась в это. Вот это еще не пробовала, омега-3 не пробовала, хлорофилл уже вместе навсегда. Ссылочки на покупку продукта в описании, где можно это приобрести. Вот. А я, наверное, еще озадачусь, чтобы нам еще такое интересное и полезное придумать. По поводу того, что хлорофилл мы вот выпускаем именно в жидком виде, то есть почему Королев Фарм делает его именно в жидком виде? Вот кто-то делает его в сухом? Я не встречала. Нет, я, кажется, капсулы я встречала. А капсулы точно, да. Есть капсулы. Почему не капсулы? Потому что если мы будем говорить об онкопациентах, например, да, во время лечения они часто очень сталкиваются с мукозитами, с воспалением полости рта, с пищевода, как раз-таки, да, с дисфагией, проблемы с глотанием. Да. И в этом случае это буквально спасение для таких пациентов. То есть, потому что его можно развести в воде, да, через трубочку попить, то есть он мягко обволакивает слизистую. Да. Да, конечно, он имеет такой специфичный травянистый вкус, да, это очень многие отмечают. Мне нравится. Да, вот, многие тоже очень быстро привыкают и говорят, что это даже вот освежает. Вот. Ментол, потому что там... Мятное масло. Там не ментол, там натуральное мятное масло. Натуральное масло, да. Но это, Наташа, вы постарались. Я знаю, что вы фанат своего дела, и вам максимально... Кстати, по поводу того, что вы говорите, что аналоги продаются, я знаю, что некоторые просто ментол добавляют, синтетический ментол, именно чтобы вот этот мятный вкус, а у нас натуральное мятное масло. Какие красивые. В принципе, здесь еще и вкус яблочка есть, да? Ну, вот конкретно яблоко, в этом. Зеленое яблоко еще есть, да. Это натуральный ароматизатор зеленого яблока. Это ароматизатор. Ароматизатор, да. Но это в зеленом яблоке нет масла. К сожалению. Хорошо. Ну, в принципе, я уже поняла, что с вами можно разговаривать долго, интересно, но, к сожалению, наш выпуск подходит к концу, а в следующем мы с вами поговорим. Нам же, мне кажется,
это прям уже какой-то цикл передач может возникнуть, да, чтобы, ну, помогать людям определяться с продуктами. Мы же можем много рассказать. У вас же предприятие контрактное. Контрактное предприятие – это огромное количество продуктов, которое продается по всей России. Это и косметика, и БАДы, и тест-полоски диабетические, чего у вас там только нет. И мы можем очень много рассказать про другие марки, да, и вообще делать такой обзор продуктов, который может быть очень полезен для, ну, не просто пациентов, да вообще для обычных людей. Да, и при этом, так как все-таки продукция недорогая, нет денег на то, чтобы зайти на телевизор, это очень дорого, нет денег на то, чтобы залить там аптеки, заполнить, да, большое количество, большие партии товара. Поэтому давайте просвещать и показывать пути, где находить. Такой клуб у нас. Давайте, с удовольствием. Вот, и много чего можно. Я сама даже не ожидала. Вот знаю вас давно, понимаю, что знания у вас огромные, большие. Вы сколько уже лет на Королёв Фарм работаете? Сейчас скажу. В этом году будет 19. 19 лет. Вы придумываете рецептуры, что-то там переделываете, улучшаете. Это же кладезь. Но я не ожидала вообще от кругозора. То есть там столько глубины, там столько можем всего интересного обсудить. И просто давайте подготовим темы. А вы, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели узнать. Такая прекрасная возможность, да, прям от станка, от лаборатории, да, вещать для вас самую полезную информацию и проливать свет на полки магазинов, аптек, да, как сориентироваться и не тратить свое время на какие-то бесполезные вещи. Мы все прекрасно понимаем, что они тоже есть. И они тоже кому-то нужны. В конце концов, плацебо никто не отменял. Это да. Да, поэтому спасибо огромное за внимание. Ждем, пишите нам комментарии, пожалуйста, ставьте лайки. А мы для вас будем открывать новый мир полезных продуктов. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Будем рады увидеться вновь.